Здравствуйте, друзья! Меня часто спрашивают мои знакомые, которые держали попугаев раньше или сейчас у них тоже есть попугайчики, но они не разговаривают. Как так мы сумели научить нашего попугайчика говорить? На самом деле это все не слишком уж сложно. Первое, с чего вам следует начать, если вы планируете научить разговаривать попугая, это приобрести молоденького попугайчика. Желательно, чтобы ему было не больше 3 месяцев от роду. Вот, иначе попугаи взрослые, особенно очень взрослые попугаи, которым уже от года, они практически не имеют способности, за редким исключением, научиться разговаривать. А молоденькие попугайчики очень быстро схватывают человеческую речь, так как они уходят от общения со своими сородичами, с которыми они находятся в клеточке непосредственно в момент рождения и когда их выкармливают в искусственных условиях. В любом случае они находятся вместе со своими сородичами и не воспринимают особенно человеческую речь. Но если вы берете одного молоденького попугайчика и воспитываете его сами, разговариваете с ним каждый день, он слышит только вашу речь, то есть человеческую речь, он достаточно быстро начинает воспринимать вашу речь и запоминать речевые конструкции. Единственное, желательно начинать с каких-то простых фраз или даже слов единичных, в которых есть простые звуки для попугая, то есть это шипящие, какие-то рычащие звуки. Ну, то есть достаточно легко попугаям произносить звуки ша, ща, р. Ну, опять же, это зависит тоже от способностей попугая. Но в любом случае успех вам точно гарантирован, если вы приобрели молоденького, активного, здорового попугайчика, точно знаете его возраст. Чтобы точно знать возраст попугая, желательно его, конечно, приобретать у заводчиков, потому что в магазине очень часто даже продавцы не знают о том, сколько лет даже, да, попугаю. То есть им кажется иногда, что попугайчику полгода, и даже некоторые говорят, что ему 3 месяца. На самом деле бывают такие случаи, когда покупают уже совершенно взрослых птиц от года и больше. Поэтому лучше все-таки у заводчика приобретать, который уж точно вам все расскажет, покажет и посоветует, да, какого именно попугая взять, если вы хотите именно обучать его говорению, потому что, конечно, не всем, собственно, это интересно. А если все-таки вы решили в зоомагазине приобрести, и вам попался очень хороший следующий продавец, то все равно не сразу покупайте, понаблюдайте за попугаем. Он должен быть активным, бойким, задиристым даже, кусаться может. Это нормально абсолютно. Не даваться вам в руки – это первый признак того, что попугай совершенно здоров и активен. И, собственно говоря, с первого же дня приобретения попугайчика начинайте с ним разговаривать. Минут по 10, 3-5 раз в день. И начиная с 1-2 слов. Может это быть его имя, да, допустим, самое популярное Кеша и тому подобное. Либо какая-то фраза, которая вам нравится, которую вы услышали, может быть, да, в интернете. И, собственно говоря, начинайте повторять четко, ясно, с расстановкой минут по 10. И так 5 раз в день. Через месяц попугай начнет говорить и повторять за вами все чаще и чаще новые слова. Всего вам хорошего, удачи в обучении попугаев.